Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы будем вязать вот такую красивую корзинку узором ратанг. Я покажу, как начать, как соединить невидимым соединением ряды и как перейти от одного цвета к другому. И как обвязать край корзинки. Вот здесь вы видите шов соединительный, где у нас будут соединяться ряды. Вид изнутри. Корзинка небольшая. У меня получилось примерно 7,5 сантиметров ее высота. Диаметр донышка в районе 12,5 сантиметров. Ну и по верху получилось примерно 15 сантиметров. Но умея вязать такой рисунок, вы сможете связать корзинку любого размера. Для вязания нам понадобится трикотажная пряжа. Можно взять шнур. У меня примерно 50 метров. И также остаток другой пряжи небольшой для того, чтобы связать необходимое количество рядов другого цвета. Другим цветом. Можно любой взять. Ну, соответственно, крючок и ножницы. Крючок я возьму номер 4,5, потому что моя пряжа опять сильно вытягивается. И если взять крючок более толстый, корзинка получится очень мягкая и будет держать плохо форму. Начинаем вязать корзинку. У меня уже связано донышко для такой корзинки. Как вязать такой идеально ровный круг, у меня есть видео на моем канале. Я оставлю ссылку на это видео в инфобоксе. И справа появится ссылка на это видео. Посмотрите, как его связать. По такому принципу вы можете связать круг любого диаметра, любого размера, который вам потребуется. Начинаем вязать узор ратанг. Сейчас нам нужны будут вот эти вот косички. И с изнаночной стороны под косичками у нас есть вот такие вот перемычки за косичками. Начинаем вязать с любого места. Вставляем крючок в косичку и вот в эту заднюю перемычку. Вставили и зацепляем рабочую нить. Вытягиваем на лицевую сторону и провязываем воздушную петлю. Вставляем крючок в следующую косичку и вот в эту заднюю перемычку, в косичку, дальше в перемычку. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. И сейчас крючок у нас должен захватить нить так, чтобы изнаночная сторона соприкасалась именно с крючком. То есть вот так. Вот это изнаночный шов от трикотажной пряжи должен смотреть наверх. То есть он должен лежать на пальце сверху. И вытягиваем на лицевую сторону. Вот так это выглядит. Убираем крючок из петель и вставляем его слева направо в обе петли и протягиваем маленькую петлю в большую. Вот так. И сейчас провязываем воздушную петлю. Снова вставляем крючок в косичку, в перемычку с изнаночной стороны. Располагаем нить так, чтобы крючок захватывал ее с изнаночной стороны. Вот так. Вот так. Вытягиваем на лицевую сторону. Вытаскиваем крючок из петель, вставляем с другой стороны слева направо и протягиваем вот эту небольшую петлю через большую. И снова провязываем. Чтобы провязать воздушную петлю, не обращаем внимания, как у нас расположена нить. То есть она у нас будет прятаться. Снова вставляем крючок в косичку, вот в эту перемычку заднюю. Располагаем нить так, чтобы крючок зацеплял нить с изнаночной стороны и вытягиваем на лицевую сторону. Придерживаем пальцем вот эту большую петельку, вставляем с другой стороны и протягиваем через большую. Снова провязываем
воздушную петлю. Когда мы вяжем узор ротанг, петли могут немножко вот так вот кривить. Чтобы они ровненько смотрели, их просто поправляете самостоятельно. То есть провязали, например, несколько петель, расправили. Если все ровненько, то есть, ну и расправлять не нужно ничего. Снова продолжаем вязать. Снова вставляем крючок в косичку. Снова зацепляем перемычку с изнаночной стороны. Захватываем нить изнаночной стороной к крючку. Вытягиваем. Достаем крючок. Вставляем его с другой стороны. Слева направо. Протягиваем через большую петлю маленькую и провязываем воздушную петлю. Узор вяжется очень несложно. Встретимся вот в этом месте. Мы дошли до конца первого ряда. У нас осталась одна косичка. Сейчас мы довяжем последний узор в косичку за перемычку. Вытягиваем петлю. Протягиваем через длинную петлю короткую, делаем воздушную петлю, и мы дошли до начала ряда. Вот у нас самое начало ряда. Сейчас сюда же я провяжу еще одну такую длинную петлю, но это будет только в первом ряду. Вставляем крючок просто вот в эту же косичку, то есть в это же место, откуда у нас выходит вот эта галочка. Вот он даже отверстие, вот оно есть. Сюда вставляем крючок, зацепляем рабочую нить, вытягиваем на лицевую сторону. Также протягиваем маленькую петельку через большую. И сейчас смотрите, что мы будем делать. Вставляем крючок с изнаночной стороны. Вот у нас изнаночная сторона. Вот сюда. То есть между вот этой длинной петлей и вот этой галочкой. Зацепляем вот эту петельку. И протягиваем на изнаночную сторону. Вот эту длинную петлю, ее можно подтянуть сейчас, чтобы она ровно легла. И провязываем воздушную петлю. Все, первый ряд узором ротанг у нас провязан. При необходимости вот эти длинные петельки, их нужно расправить. Начинаем второй ряд. Вставляем крючок между вот этими двумя длинными петлями. Вот, под вот это соединение. Если мы это немножко раздвинем, длинные петли, это будет видно. Вставляем крючок. И крючок должен расколоть вот эти вот ножки, вот эта изнаночная сторона, вот одна, вот эти вот ножки, вот они. Крючок входит между вот этих вот галочек наоборот, вот сюда, вот в эти вот отверстия. Также зацепляем рабочую нить изнаночной стороной к крючку, вытягиваем и провязываем все точно так же, как и первый ряд. Воздушная петля. Снова вставляем крючок между длинными петлями. Вот у нас вот этот вот замочек, условно говоря. Под него вставляем крючок. Он входит легко. С изнаночной стороны это выглядит вот так. Также зацепляем рабочую нить и провязываем узор. Воздушная петля. Еще раз покажу. Между двумя длинными петлями находим вот это вот соединение петель, которые находятся вот под этими длинными. Вставляем крючок с изнаночной стороны. Это выглядит вот так. То есть мы разъединили вот эти ножки. Вот они, видите, одна, вторая. И также провязываем узор. И воздушная петля. Провязываем самостоятельно. Встретимся вот в конце второго ряда, вот здесь.
Довязываем второй ряд. У нас осталась одна длинная петля. Для того, чтобы вот это место соединения его сильно не стягивало, вот эту предыдущую воздушную петлю, когда мы ее провязываем, ее нужно провязать чуть-чуть слабее, нежели предыдущие все в ряду, для того, чтобы хорошо без натяжения соединить ряды в круг, в кольцо. Вставляем крючок, последнюю вот эту длинную петлю провязываем, крючок вставляем, вытягиваем длинную петлю на лицевую сторону, подхватываем маленькую петлю, видите, она хорошо вытягивается, и вот вставляем, и крючок вставляем сейчас, вот у нас идет начало ряда, вот эта воздушная петля, которая была вытянута на изнаночную сторону, под нее мы вставляем крючок, под нее вставили крючок, захватываем вот эту петельку и вытягиваем на изнаночную сторону. Видите, она достаточно длинненькая такая, и сильно вязание не стягивается. Вот эту петельку мы немножко подтягиваем и провязываем воздушную петлю. Вот такое соединение ровненькое у нас получается. И таким образом провязывайте необходимое количество рядов на необходимую высоту. И через несколько рядов я вам покажу, как перейти от основного цвета к дополнительному цвету, как сменить основной цвет на дополнительный. На данный момент я провязала 3 ряда. Пока стенки корзинки у нас невысокие, сейчас желательно заправить вот этот кончик. Сейчас покажу вам еще один способ, как легче вязать узор ратанг. У меня есть крючок двусторонний, то есть с одной стороны крючок и с другой стороны. Но не смотрите сейчас на номер крючка, он всего 2 и номер 3. Возьмите крючок необходимой вам толщины, необходимого вам размера. Итак, показываю, как работать двусторонним крючком. Вставляем крючок все так же между длинными петлями. Все так же крючок у нас раскалывает ножки с изнаночной стороны. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на лицевую сторону и протягиваем вот этот двусторонний крючок вот таким образом. Все, видите, петля легко протянулась через длинную петлю. И провязываем воздушную петлю. Снова вставляем крючок между длинными петлями под вот эту вот косичку. Вставили. Захватили рабочую нить. Вытягиваем на лицевую сторону. И вот этим двойным крючком мы подхватываем маленькую петлю и протягиваем через большую. И провязываем воздушную петлю. И также при необходимости расправляем вот эти вот длинные петельки. Очень удобный способ, возьмите его на вооружение, но только подберите правильный размер крючка. Довязываем 4-й ряд. И сейчас я буду менять цвет. Вставляем крючок, вытягиваем. Вот эту петельку я опять сделала подлиннее. Вот эту. Вставляем крючок с изнаночной стороны. Вот вид с изнаночной стороны. Сюда вставляем. Вот так крючок выходит на лицевую сторону. Подхватываем вот эту петельку. И вытягиваем ее на изнаночную сторону. Вот эту длинную петлю мы подтягиваем основным цветом. И уже воздушную петлю мы будем делать новым цветом. Все, вот она, воздушная петля есть. Нить основного цвета мы отрезаем и прячем с изнаночной стороны.
И продолжаем 5-й ряд уже новым цветом. Между двух длинных петель мы вставляем крючок, захватываем нить также изнаночной стороной к крючку, придерживаем и провязываем. Провязываем воздушную петлю. Подходим к концу 5-го ряда. Сейчас я буду снова менять цвет на основной сиреневый. Довязываем последние столбики. С изнаночной стороны вставляем крючок вот под эту петельку. Вот она, откуда выходит с изнаночной стороны. Вот сейчас при смене цвета ее очень хорошо видно. Вставляем крючок. Вот так вот. И зацепляем петельку с рабочую. Вытягиваем ее на изнаночную сторону. Рабочую нить немножко подтягиваем, потому что вот эта последняя длинная петелька, она у нас немножко ослабевает при соединении. И провязываем воздушную петлю уже новым цветом, то есть основным цветом, которым я вязала всю корзинку. Все, и сейчас дополнительную ниточку, вот эту, ее можно тоже уже убрать. Я оставляю хвостик, чтобы было удобнее прятать кончики. Вот они, все кончики у меня сейчас виднеются с изнаночной стороны. Очень длинные, я потом их подрежу. Прячем кончики вот в этих рядочках, чтобы вот эти места соединений у нас не разъехались, никак не вытянулись. Тоже желательно вот это место подшить обычной иголкой с ниткой. Тогда точно будет все хорошо закреплено. Вот это место соединения рядов, место соединения вот этих цветов, оно не будет расползаться и разъезжаться. Обычной иголкой с ниткой можно подшить. Продолжаем вязать. Начинаем вязать 6-й ряд. Опять же, между двух больших петель мы вставляем крючок, раскалываем с изнаночной стороны ножки. Все то же самое. И вяжем дальше. И сейчас вяжите корзинку на необходимую вам высоту. Сейчас я вам покажу, как закончить верхушку корзинки. Можно ее оставить вот таким узором ротанг, а можно обвязать ее косичкой, то есть чтобы сам верх обвивала косичка. Сейчас покажу и тот, и другой способ. А мы провязали предпоследнюю высокую петлю, делаем воздушную петлю, провязываем последний узор ротанг в этом ряду, делаем все то же самое, как при соединении рядов, вставляем крючок с изнаночной стороны под начало ряда вот этого, захватываем вот эту небольшую петельку и протягиваем на изнаночную сторону. Последнюю вот эту длинную петельку мы немножко подтягиваем. И сейчас я обрезать нить вот эту не буду, потому что я буду делать обвязку косичкой, а вы можете ее обрезать. То есть обрезаете нить примерно, можно оставить сантиметров 8. И то есть представьте, что я эту нить обрезала. Делаете еще одну воздушную петлю, получается, как закрепительный узелок. И вот это место хорошо крепко затягиваете. То есть вот так это выглядит с изнаночной стороны. То есть вот представьте, что я вытянула вот этот кончик, который должен быть обрезан, и прячете его просто с изнаночной стороны. Вот посмотрите, вот этот соединительный шов с изнаночной стороны. Он мало заметный, вот как выглядит спрятанная нить с изнаночной стороны, то есть когда мы переходили от одного цвета к другому. Тоже, в общем-то, выглядит довольно аккуратно, то есть здесь можно вот эти вот кончики подшить, обрезать под вот эту галочку и подшить. А можно сделать еще красивее.
Подшиваем у самого основания, вот начала перехода вот этих рисунков, чтобы не было вот этих вот у нас полос разноцветных, да, то есть которых видно. Подшиваете иглу, обычной иголкой с ниткой у самого основания, прям хорошо пришиваете, чтобы она не порвалась нить, и обрезаете вот эту нить у основания. То есть вот этих вот длинных полос в полотне с изнаночной стороны не будет. Так, я распускаю вот этот первый вариант обвязки. То есть, ну, как вы поняли, выглядеть это будет все очень эстетично и красиво. Распускаем последний вот эту вот, последнюю вот эту длинную петлю. Все распустили. И начинаем обвязку корзинки косичкой. Вот у нас осталось провязать последнюю длинную петлю узора ротан. Так, я делаю воздушную петлю, вставляю крючок для того, чтобы провязать последнюю длинную петлю узора и провязываю до конца. Все, провязала последнюю длинную петельку узора ротанг. Сейчас воздушную петлю мы делать не будем, никуда вот эту петельку назад мы уводить не будем. Начинаем обвязку. Вставляем крючок в начало ряда вот этого последнего. Вставляем ее с лицевой стороны на изнанку. Цепляем рабочую нить и протягиваем через вот эту петлю на крючке. Мы начинаем обвязку. Вот эту последнюю петельку ее можно расправить, поправить, если она получилась не очень красивая. И продолжаем обвязывать по краю корзинки. То есть между вот этими длинными петлями узора вставляем крючок. Вот так. Зацепляем рабочую нить и провязываем косичку. Снова между длинными петельками вставляем крючок, зацепляем рабочую нить и провязываем. Вот такая косичка получается. Выбирайте свой вариант завершения этой корзинки. Мне с косичкой нравится больше, хотя такой вариант тоже красивый. Встретимся в самом начале, я покажу, как завершить вязание. Заканчиваем обвязку корзинки. Сейчас вытягиваем нить, чтобы соединить вот с этой вот первой косичкой. Вот она отсюда выходит из-под Заканчиваем обвязку корзинки, провязываем последнюю косичку. Обратите внимание, как. Ну, по крайней мере, я делаю это так. Вот у нас остается последняя вот эта петля узора ротанг и вот эта небольшая петелька начала обвязки, которая соединила у нас последний ряд. Сейчас вот эту петлю я вытягиваю. Петлю вытянула и вставляем крючок под вот эту первую большую косичку, не под эту маленькую, а вот под эту первую большую. То есть она получается уже не первая, а вторая. Вытягиваем нить. Нить вытянули. И сейчас вставляем крючок, чтобы он вышел вот в этой последней косичке. С изнаночной стороны заводим крючок. Зацепляем рабочую нить и вытягиваем ее.
полностью подтягиваем вот эту соединительную косичку. Подшиваем это место, как обычно, без иголки с ниткой нам не обойтись. И прячем остаток в само вязание. Вот такая красивая обвязка у нас получается. За счет обвязки край корзинки более плотный. Приятного вам вязания. Спасибо, что вязали со мной такую красивую корзинку узором ротанг. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход моих новых видео. До встречи!